Пока все ютуберы снимают ролики о Nel, в своем видео я покажу вам самый имбовый обновленный билд Innes, на котором и нужно фармить новую локацию The First Descendant Axion. Как раз таки для получения Nel и ховербайков. С первого микрофона, поехали! Это самый лучший билд Innes для мобинга. С ним вы легко будете пробегать все миссии в новой локации Axion, чтобы нафармить нового потомка Nel, ховербайки и триггер модули. На фоне вы видите геймплей миссии с зубками, самый сложный в Axion. Не говоря уже о простых миссиях и Аксия, метеорите, который падает с неба. Ну и конечно сектор Сигма с 400% данжами. В общем, имба, которая будет актуальна на протяжении еще как минимум 6 месяцев. С этим билдом можно фармить даже очистку эрозии бездны для получения ядер оружия. Но именно для нее существуют другие более подходящие билды. Один из них есть на канале. Скоро покажу вам обновленную его версию. Итак, перейдем к самому билду. Чуть дальше расскажу принцип его действия. Не перематывайте. А еще при любом вопросе сразу пишите в комментарии, моментально отвечу. Что ж, время гончих используем для уничтожения кораблей, остальное даже нет смысла объяснять. Здесь идеальный баланс между выживаемостью и уроном. Триггер модуль можете вставить как раз в процессе фарма Аксиона. Дальше оружие потайной сад, уникальная возможность которого мощно увеличивает нам урон, поэтому качайте ее до конца. Ядра ставьте только на скорость спринта, стрелять мы с пушки все равно не будем. Единственный модуль, который можно поставить, резвый шаг. Когда по вам будут попадать, скорость будет еще больше увеличиваться. На описание не обращайте внимания. Как всегда, русская локализация немножечко врет. Дальше электрические реакторные технические навыки. По статам нам нужны перезарядка навыков и урон от критического попадания. Что по внешним компонентам? Комплект отвага. Необычно, да? Сейчас объясню. Давайте прочитаем эффект комплекта. С вероятностью 20% время перезарядки случайного навыка уменьшается на 1 секунду каждый раз, когда погибает враг. Что это значит? В Аксионе у нас толпы врагов, а значит при их уничтожении у нас будет очень быстро восстанавливаться 4-й навык. Основа урона в билде. Самое главное использовать 4-й навык как можно чаще, чтобы быстрее убивать валгусов. Чем быстрее их убиваем, тем быстрее снова восполняем 4-й навык. Снова используем его, дальше уничтожаем врагов и снова все по кругу. Какие лучшие статы вы видите на экране. Тут у нас всегда все одинаково. То же самое и с ядрами. Усиление инверсии. Тактика циркуляции арки, сокращающая перезарядку, селективная нейростимуляция, восстанавливающая ману и установка твердого панциря для выживаемости. Итак, настройка архи выглядит подобным образом. Сверху у нас мутаген, электрическая связь. Что по тактике? Как уже сказал ранее, нужно просто закидывать валгусов 4-м навыком. Если он еще не восстановился, по КД используем 1-й и 2-й навыки. Если видим корабль, поближе подбегаем к нему и зажимаем 3-й навык до конца для лучшего урона. Целимся в верхний край корабля, чтобы успеть нанести оба удара. Если видим жирного врага, также используем 3-й навык. Только важно отметить, что перед атакой желательно наложить дебаф 1-м или 2-м навыком на противника для большего урона. Проблемы могут возникнуть только с мутантами во 2-й стадии с защитой, поскольку надо снять их броню. Для этого мы используем либо новое оружие из боевого пропуска Уничтожитель, но его надо вкачать, либо ракетницы, которые разбросаны по локации. После снятия брони добиваем мутантов, как обычно, всеми удобными навыками. Итак, все миссии Аксиона с фармом предметов мы закрыли. Что там по остальным? Сектор Сигма, 400% данжи, само собой, спокойно закрываются. 10-й этап эрозии бездны 5 минут. Неплохо, но можно гораздо быстрее с другими потомками. Например, с Сиреной. Билд есть на канале. Если хотите, могу его обновить, однако там практически ничего не изменилось. Пишите в комментарии, и я сделаю ролик по максимально быстрому фарму эрозии бездны для получения ядер оружия. Что ж, вот и весь билд. Если возник любой вопрос, пишите в комментарии, сразу отвечу. В планах еще куча роликов про Nel, про Синолома, про Штормодержателя, так что не соскучитесь. 3-й сезон меня порадовал. С каждым обновлением игра становится все только лучше. Меньше чем через месяц ждем лаунж и супер луну. Что будет еще, можете узнать в другом моем ролике на канале. Там рассказал обо всем, что нас ждет вплоть до 2026 года. А пока рекомендую подписаться, поставить лайк для продвижения ролика, чтобы делать вам больше полезного контента, подписаться на самый лучший телеграм-канал по игре The First Descendant и использовать мой код автора в описании. Ждите билды на Nel, Синолома и Штормодержателя. Качаю их ежедневно на стримах Твича. Залетайте. Не прощаюсь.